Всем привет! Сегодня с вами свяжем слоника. Вот такой вот будет у нас слоник. Я покажу его вам по кругу сейчас сразу. Можно связать ему шарфик, можно и не вязать. Это шарф так чисто для того, чтобы показать вам, как аксессуар, если хотите использовать шарфик, как будет это выглядеть на слонике. Длина слоника получается в моем случае 34 сантиметра. Для этого слоника нам понадобится такая вот пряжа. Размер пряжи и номер и фирму я оставлю в описании под этим видео, потому что пряжа у меня не вся с бумажкой, поэтому я уже решила, буду делать так. Под каждым видео буду оставлять в комментариях, в описаниях, простите, буду оставлять название и номер пряжи. Значит, вот такие вот цвета я использую для слоника. Глазки на безопасном креплении у меня 10 миллиметров. Если есть поменьше 7 миллиметров, можно тоже их взять, они тоже подойдут. Крючком буду вязать 2,5. Дальше понадобится нам синтепон, наполнитель, иголочка для сшивания широким ушком. Вот, ну, в принципе, все, что нам понадобится. Можем начинать вязать слоника. Будем вязать сначала отдельные детальки. Начнем с ног. Вяжем ноги. Берем цвет. Тот, который вы выбрали для нижней части ноги. Я ножку связала первую. Сейчас я буду вязать вторую. Значит, вот эту часть вяжем. Тот цвет, который вы выбрали, этим цветом и начинаем. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Пять, 6, стягиваем колечко. Второй ряд 6 прибавок подряд. В каждый столбик мы вяжем по 2 столбика. И в ряду у нас 12 столбиков. Следующий у нас третий ряд. Столбики прибавка повторяем 6 раз. И в ряду у нас 18 столбиков. Столбик, следующий прибавка. Четвертый ряд 2 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз, и в ряду у нас 24 столбика. Этот ряд я прибавки буду вязать со смещением. Провязываю 1 столбик, затем прибавка. И далее 2 столбика и прибавка повторяем 5 раз. 2 столбика, 1, 2 и прибавка. И в конце у нас остается 1 столбик, который провязываем. Пятый ряд. 3 столбика и прибавка повторяем 6 раз, и в ряду 30 столбиков. 2, 3 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз. Шестой ряд 4 столбика и прибавка повторяем 6 раз, и в ряду 36 столбиков. Этот ряд я опять провяжу со смещением прибавки. Значит, я вяжу 1, 2 столбика, затем прибавка. И дальше 4 столбика и прибавка повторяем 5 раз. 3, 4 и прибавка. И в конце у нас остаются 2 столбика, которые мы довязываем. То есть в начале 2 и в конце 2, 4 столбика. Следующий 7 ряд 5 столбиков и прибавка повторяем 6 раз, и в ряду у нас 42 столбика. 2, 3, 4, 5 и прибавка. Не довязывая до конца последний столбик, вводим основной цвет, тот цвет, который вы выбрали для тела слоника.
И за заднюю стеночку петли мы провяжем без изменений 42 столбика этим цветом. За заднюю стеночку петли. А эту ниточку мы отрежем и свяжем вот этих два кончика, чтобы не развязалась. Теперь с 9 по 11 ряд мы провяжем без изменений 42 столбика, то есть 3 ряда мы вяжем без изменений уже за обе стеночки петли. Двенадцатый ряд, 12 столбиков и убавка, повторяем 3 раза, и в ряду у нас остается 39 столбиков. Убавка у нас за передние стеночки петли. Еще раз покажу убавку за передние стеночки, вот эти долечки петли. Эта убавка удобна тем, что она не создает такой пучок большой. 13 ряд мы провяжем без изменений 39 столбиков. 14 ряд, 11 столбиков и убавка, повторяем 3 раза, и в ряду 36 столбиков. 15 ряд мы провяжем без изменений 36 столбиков. 16 ряд. 16 ряд вяжем так. Вяжем 9 столбиков. Дальше убавка столбик. Повторяем 6 раз. Убавка 1 столбик. Раз. Убавка 1 столбик. 2. И оставшиеся 9 столбиков довязываем до конца ряда. И в ряду у нас остается 30 столбиков. 17 ряд. 7 столбиков провязываем. Дальше убавка 2 столбика. Повторяем 4 раза. Убавка. Раз, 2 столбика. Это раз. Убавка. И раз, 2 столбика. Это 2. Убавка. Раз, 2 столбика. Это 3. И убавка. Раз, 2. Это 4. Такая вот комбинация. И у нас остается 7 столбиков, которые довязываем до конца ряда. В ряду у нас осталось 26 столбиков. Теперь с 18 по 21 ряд, 4 ряда, мы провяжем без изменений 26 столбиков. 22 ряд. Вначале делаем убавку 1. Далее вяжем 11 столбиков. Провязали 11 столбиков, делаем еще одну убавку и довязываем до конца оставшиеся 11 столбиков. И в ряду у нас осталось 24 столбика. Теперь 23 и 24 ряд мы вяжем без изменений 24 столбика, то есть 2 ряда. 25 ряд, 6 столбиков и убавка, повторяем 3 раза. И в ряду у нас остается 21 столбик.
Дальше с 26 по 29 ряд мы вяжем без изменений 21 столбик. Это 4 ряда. Набиваем плотно ножку и продолжаем вязать. 30 ряд. 5 столбиков и убавка. Повторяем 3 раза. И в ряду у нас останется 18 столбиков. 3, 4, 5. Убавка. Следующий 31 ряд у нас столбик и убавка. Повторяем 6 раз, и в ряду останется 12 столбиков. Столбик 1 и убавка. Столбик и убавка. Наполняем дальше плотно. Наполняем плотно, так как у нас ножки эти будут притягиваться к телу, чтобы совсем тут не сплюснулось. И последний ряд у нас 32. Это 6 убавок подряд. Вяжем 6 убавок подряд. Останется у нас 6 столбиков, которые мы стянем и спрячем ниточку. Итак, провязали, ниточку отрезали, вытягиваем и за оставшиеся столбики, за передние стеночки петли столбиков протягиваем эту ниточку и стягиваем, фиксируем и прячем. Такие вот ножки. Вяжем вторую аналогично. Теперь вяжем ручки. Также 2 детальки. Начинаем опять также вязать круг из этого же цвета, только мы на ручках вяжем до 5 ряда, в котором 3 столбика и прибавка, и в ряду 30 столбиков. Давайте провяжем этот круг и будем дальше вязать ручку. Так, провязали 5 рядов. Последний столбик, не довязывая до конца, вводим основной цвет тела. Следующий ряд 6. За заднюю стеночку петли мы провяжем 30 столбиков. Этим цветом. Соответственно, эту ниточку отрезаем. И вот этих вот 2 хвостика свяжем на узелочек и продолжаем вязать. Дальше 7, 8 и 9 ряд мы провяжем без изменений 30 столбиков за обе стеночки петли. То есть 3 ряда вяжем без изменений. 10 ряд 8 столбиков и убавка, повторяем 3 раза. И в ряду останется 27 столбиков. 11 и 12 ряд мы вяжем без изменений 27 столбиков. В 12 ряду не довязываем последний столбик до конца. Вводим цвет свитера. Свитер будет у нас, так как состоять из 2 цветов, сначала вводим первый цвет. Как мы вводим, значит, цвет, когда нам надо вязать за обе стеночки. Вот ввели. Теперь в следующий столбик мы провязываем за заднюю стеночку петли соединительный столбик, и за обе стеночки этот же столбик мы провязываем полноценный столбик. Это первый столбик. Соответственно, эту ниточку мы отрезаем, она у нас здесь уже не нужна. Свяжем потом вот эти 2 кончика. В этот ряд у нас 13. В 13 ряду у нас 7 столбиков и убавка, повторяем 3 раза. Первый столбик мы уже провязали. И вяжем так. Еще 6 столбиков. Значит, 7 столбиков и убавка, повторяем 3 раза в ряду, 24 столбика. 14 ряд мы провяжем за заднюю стеночку петли
24 столбика. Довязывая до конца последний столбик, вводим второй цвет, который у нас будет участвовать в свитере. Значит, у нас свитер из двух цветов. Ввели. И 15 ряд мы провяжем без изменений этим цветом. Значит, также мы его за заднюю стеночку петли присоединили следующий столбик. И за обе стеночки этот же столбик мы провяжем первый. У нас будет столбик. Таким образом мы присоединились. И вяжем так, без изменений, этот ряд. 24 столбика. Ниточку мы не отрезаем. Просто за нее сейчас свяжем, привяжем все, чтобы эта ниточка у нас не вылезла, а держалась. Вот. Вяжем без изменений этот ряд. 16 ряд. 6 столбиков и убавка повторяем 3 раза. И в ряду у нас останется 21 столбик. Вяжем пока этим цветом. У нас каждого цвета будет по 2 ряда. 3, 4, 5, 6 столбиков и убавка. Последний столбик, не довязав до конца, вводим цвет другой, заканчиваем этот ряд. 17 ряд. 17 и 18 ряд мы провяжем этим цветом без изменений. Только опять же мы сначала, как мы вводим, да, у нас, чтобы в начале тут переход не был сильно заметен, каждый раз, как только мы вводим цвет, мы будем первый столбик провязывать столбик именно так. Сначала за заднюю стеночку петли соединительный столбик. Вот, и за обе стеночки петли. Потом этот же столбик провязываем. Так у нас будет начинаться первый столбик, как только вводится новый цвет. Значит, этим цветом мы давайте провяжем без изменений 2 ряда. Вводим, провязали 2 ряда, вводим другой цвет опять. И этим цветом провяжем еще 2 ряда без изменений. Закончили столбик последний этим цветом. И опять же соединились за заднюю стеночку петли. И за обе стеночки петли первый столбик провязали. Присоединились так новым цветом. И дальше продолжаем. Еще провяжем 2 ряда белым цветом. Во втором ряду не довязываем последний столбик до конца. Вводим цвет другой. Провязали. Значит, получается, мы без изменений провязали 4, а нам надо провязать 5 рядов. То есть, если вдруг вы решите вязать свитер одним цветом, то у нас получается с 17 по 21 ряд вяжем без изменений 21 столбик, то есть 5 рядов. А так как я меняю цвета, у меня получается вот 2 ряда я провязала без изменений, еще 2 ряда провязала без изменений, и 5-й ряд мне надо провязать без изменений. Поэтому следующим цветом опять вяжу, это уже 21 ряд, без изменений 21 столбик. Присоединилась за заднюю стеночку петли соединительным столбиком и за обе стеночки провязываю первый столбик. Такое вот присоединение у нас. И вяжу еще один ряд, то есть 21 без изменений. Дальше 22 ряд, 5 столбиков и убавка повторяем 3 раза и в ряду 18 столбиков. 3, 4, 5 столбиков и убавка. Так как это у меня второй ряд этим цветом, поэтому я последний столбик заканчиваю новым цветом, другим. Теперь нам надо с 23 по 27 ряд провязать без изменений 18 столбиков, то есть 5 рядов, поэтому я буду чередовать. Сначала я провяжу 2 ряда этим цветом, 2 ряда другим и 1 ряд этим, то есть 5 рядов.
Опять же, соединяемся соединительным столбиком за заднюю стеночку петли и за обе стеночки петли провязываем первый столбик. И так вяжем, чередуя по 2 ряда. 5 рядов без изменений. Итак, провязали мы 5 рядов без изменений. 28 ряд. 4 столбика и убавка повторяем 3 раза. И в ряду у нас остается 15 столбиков. Три, 4 столбика и убавка. Так как это второй ряд, теперь в следующий ряд вводим новый цвет. Заканчиваю этот ряд другим цветом. Теперь с 29 по 33 ряд мы вяжем без изменений 15 столбиков. Это 5 рядов. И опять же не забывайте чередовать, если вы вяжете также. И новый цвет начинать именно таким образом. За заднюю стеночку сначала мы провяжем соединительный столбик. Затем за обе стеночки этой же петли мы вяжем полноценный столбик. Он у нас как бы есть и первый. И дальше второй и так далее. Итак, мы вяжем 5 рядов без изменений, 15 столбиков. Итак, провязали. Я советую, если вяжете, также отрезать 2 ниточки, где-то в длину 55-57 сантиметров. Это для того, так как нам надо будет следующий этап, у нас последний ряд, это будет 2 половиночки вместе мы будем связывать столбиками без накида. У нас должно получиться 7 столбиков. Но пока я это делать не буду. После того, как свяжем тело, и посмотрим, на каком месте будем пришивать ручку, этим цветом и закончим, чтобы этот цвет к тому цвету пришить. Мне кажется, так будет более аккуратнее. Вот, набиваем ручку. И еще нам надо вот за передние стеночки петли, которые здесь остались, провязать 1 ряд столбиками без накида. Вяжем именно вот так вот, разворачиваем ручку в свою сторону. И вяжем 1 ряд этим цветом. И получается, что у нас в начале тоже будет 2 ряда. Итак, ввели крючок, присоединились ниточкой. И сюда же, так вот мы делаем соединительный столбик, стягиваем. Сюда же мы провяжем столбик 1. И дальше уже по кругу за полупетельки, параллельно пряча хвостик, вяжем 1 ряд. Провязали соединительный столбик с первым столбиком. Еще раз делаем соединительный столбик, ниточку отрезаем и прячем. Вот такой вот будет рукав. Теперь вяжем ушко. Ушко у нас состоит из 2 деталей, которые мы потом вместе свяжем. Внутренняя часть и наружная. Внутренняя часть будет того цвета. Вот я беру тот цвет, который у меня вот ножка снизу. Таким цветом я буду вязать внутреннюю часть ушка. Значит, в кольцо набираем 6 столбиков без накида. И внутреннее, и наружное ушко вяжется одинаково. Провязали, стянули колечко. Давайте свяжем круг. Очень простой, обычный круг. Значит, вяжем до 8 ряда. Значит, в 8 ряду у нас будет 6 столбиков и прибавка. И в ряду 48 столбиков. Вяжем так круг до 8 ряда. Если хотите, то вяжите четные ряды со смещением. Ну, я напишу в описании, как это вяжется. Нет, так вяжите, как обычно вяжете круги. Так, провязали 8 рядов. 9 ряд вяжем так. Значит, сначала вяжем, значит, 7 столбиков и прибавка. Повторим 2 раза. Провязали. Дальше, значит, следующий столбик у нас 1 полустолбик с накидом. Провязали. В следующий столбик мы вяжем 1 полустолбик
с накидом и сюда же 1 столбик с накидом. В одну петлю провязали. Дальше в следующую петлю мы вяжем 1 столбик с накидом. Далее мы делаем прибавку из столбиков с накидом. 1, 2 столбика провязали в одну. Далее в следующий столбик вяжем 1 столбик с накидом. В следующую петлю вяжем, следующий столбик, 1 столбик с накидом, сюда же 1 полустолбик с накидом. Провязали. Далее в следующую петлю вяжем в следующий столбик, вернее, вяжем 1 полустолбик с накидом. Далее в следующий столбик мы делаем прибавку из полустолбиков с накидом. 1, 2, провязали прибавку. В следующий столбик 1 полустолбик с накидом. Далее в следующий столбик вяжем 1 полустолбик с накидом и 1 столбик с накидом. Провязали. Далее вяжем в следующий столбик, вяжем 1 столбик с накидом. Далее вяжем прибавку из столбиков с накидом. 1 и 2 столбика провязали в 1. В следующий столбик мы провязываем 1 столбик с накидом. Далее в следующий столбик у нас 1 столбик с накидом и 1 полустолбик с накидом. Это мы провязали в 1. Провязали, да? Столбик. Дальше 1 полустолбик с накидом. В следующий столбик мы вяжем прибавку из столбиков без накида. 1, 2 столбика провязали в 1. Затем мы вяжем 7 столбиков и прибавка 2 раза повторяем. Провязали. Вот такой вот получается такая деталь ушка. Соединительный столбик и ниточку отрезаем на внутренней части ушка. Также такую же детальку мы вяжем и наружную часть уха, но ниточку мы не отрезаем. Итак, связала я и наружную часть уха. Теперь мы внутреннюю и наружную часть свяжем вместе. Значит, смотрите, мы закончили здесь у нас прибавкой. Значит, следующий столбик у нас идет после прибавок. И находим здесь также. Вот прибавка, да? Сейчас мы будем вот в этот столбик вводить крючок рядом с прибавкой. Когда вот так вот приложим изнанка к изнанке и вводим в следующий столбик после прибавки. Так, это вот этот вот. Вот, сориентировались так. И все, теперь мы вяжем столбиками без накида, связываем 2 половинки вместе по кругу. Вот, провязали, соединили. После того, как мы связали 2 половинки вместе, берем вот так вот, складываем ушко пополам ровненько. И теперь 5 столбиками мы свяжем вот здесь вот край. Вот, провязываем 1, 2, вместе связываем 3, 4, 5. Ниточку отрезаем, для пришивания уже отрезала, и вытягиваем. Вот такое вот ушко получается. Вяжем второе такое же. Ну что, теперь мы давайте свяжем хобот. Значит, в кольцо набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко. Второй ряд
6 прибавок подряд. В каждый столбик по 2 столбика. И в ряду 12 столбиков. Провязали. Третий ряд, столбик и прибавка. Повторяем 6 раз и в ряду 18 столбиков. Столбик и прибавка. Столбик и прибавка. Четвертый ряд вяжем за заднюю стеночку петли 18 столбиков. Провязали. Дальше пятый и шестой ряд мы вяжем без изменений 18 столбиков уже за обе стеночки петли. Два ряда вяжем без изменений. Седьмой ряд 4 столбика и убавка повторяем 3 раза, и в ряду остается 15 столбиков. 2, 3, 4 и убавка за передние стеночки петли. Теперь с 8 по 17 ряд мы провяжем без изменений 15 столбиков. Это у нас 10 рядов. 18 ряд 4 столбика и прибавка повторяем 3 раза. И в ряду 18 столбиков. 2, 3, 4 столбика и прибавка. Теперь с 19 по 23 ряд мы провяжем без изменений 18 столбиков, то есть 5 рядов. 24 ряд 5 столбиков и прибавка повторяем 3 раза. И в ряду у нас 21 столбик. 3, 4, 5, прибавка. Дальше 25 ряд вяжем без изменений, 21 столбик. 26 ряд 6 столбиков и прибавка повторяем 3 раза и в ряду 24 столбика. 2, 3, 4, 5, 6, прибавка. 27 ряд вяжем без изменений, 24 столбика. Ну и последний 28 ряд вяжем 7 столбиков и прибавка, повторяем 3 раза и в ряду у нас 27 столбиков. Делаем соединительный столбик, ниточку отрезаем побольше. Мы помимо того, что пришьем к голове, мы еще, может быть, сделаем, если вдруг не будет держать форму, после того, как наполнится синтепоном, мы потом вот тут немножечко вот так вот стянем, вот немножечко здесь, поэтому отрезаем побольше ниточку. Так, провязали хобот. Теперь давайте свяжем еще одну детальку, это хвостик. В кольцо набираем 6 столбиков, стягиваем колечко. Далее второй и третий ряд мы провяжем без изменений 6 столбиков. Четвертый ряд. Прибавка и 5 столбиков. И в ряду получится 7. Дальше 5, 6 и 7 ряд мы провяжем без изменений 7 столбиков. 8 ряд. Прибавка и 6 столбиков вяжем. И в ряду у нас получается 8 столбиков. Далее 9, 10 и 11 ряд мы провяжем без изменений 8 столбиков. И последний ряд 12, прибавка и 7 столбиков. И в 12 ряду у нас получается 9 столбиков. Делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку для пришивания.
Дальше можно здесь на кончике присоединить несколько ниточек и такую маленькую тоненькую кисточку сделать. Вот я отрезала примерно 8 сантиметров полосочки, ниточки, и можно вот так вот либо крючком вот так вот захватывать за ножки первого ряда, там где у нас кольцо было, либо иголочкой вот в серединку продеть и привязать там. Ну, смотрите, как вам удобно сделать эти кисточки. Потом мы отрежем одинаковой длины и разъединим, просто чтобы более такой пушистее было. Вот примерно оставила 3 сантиметра. Теперь, если есть какая-то щеточка, не знаю, либо тоненькая расчесочка, берем и вот так вот разъединяем ниточки. Если есть такая мелкая щеточка, будет, конечно, удобнее. Так вот разъединяем, более такой вот пушистее делаем хвостик. Вот все, и хвостик готов. Можно, если что, короче, если кажется длиннее, длинные вот эти вот волосики. Теперь вяжем голову. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко. Дальше второй ряд. 6 прибавок подряд. Каждый столбик по 2 столбика без накида. Во втором ряду у нас 12 столбиков. Дальше третий ряд, столбики и прибавка. Берем ниточку контрастного цвета, чтобы ряды можно было нам видеть начало ряда. Столбик и прибавка. Столбик и прибавка повторяем 6 раз, и в ряду в третьем 18 столбиков. Провязали. Четвертый ряд, 2 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз, и в ряду 24 столбика. Но так как у нас сейчас ряд четный, я вяжу его со смещением. Провязываю сначала 1 столбик, затем первая прибавка, и дальше 2 столбика и прибавка повторяем 5 раз. 2 столбика и прибавка. Повторяем 5 раз. И в конце у нас остается 1 столбик, который мы провязываем. Следующий ряд, 5, мы вяжем 3 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз, и в ряду 30 столбиков. Этот ряд мы вяжем как обычно, без изменений, без смещений. 3 столбика и прибавка. Раз, 2, 3 и прибавка. Шестой ряд, 4 столбика и прибавка, повторяем 6 раз, и в ряду у нас 36 столбиков. Этот ряд опять вяжем со смещением прибавки. Провязываем 2 столбика, первая прибавка. Дальше 4 столбика и прибавка, повторяем 5 раз. 2, 3, 4, прибавка. И в конце у нас остаются 2 столбика, которые мы провязываем. Седьмой ряд, 5 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз, и в ряду у нас 42 столбика. Раз, 2, 3, 4, 5 столбиков и прибавка. Восьмой ряд, 6 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз, и в ряду 48 столбиков. Вяжем этот ряд прибавки со смещением. Провязываем 3 столбика. Делаем первую прибавку. И далее 6 столбиков и прибавка. Повторяем 5 раз. И 3 столбика в конце оставшиеся довязываем до конца. Вы можете вязать ряды, как обычно, не делая таких манипуляций, если вам не хочется. Это для того, чтобы
прибавки не были над прибавками, и они как бы теряются, получается, в самом полотне. Поэтому этот вариант мне более симпатичен, когда надо делать прибавки за прибавками. Если вам нравится так, как обычные прибавки, то делайте. Здесь, опять же, как вам нравится. Значит, дальше. 9 и 10 ряд мы провяжем без изменений 48 столбиков. Не забывайте фиксировать серединки везде. Я просто не везде об этом говорю. Не забывайте, чтобы не расходилась наша серединка. Дальше 11 ряд. 7 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас 54 столбика. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и прибавка. Далее 12 ряд, 8 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас 60 столбиков. Это те, кто будет вязать. Так, а я вяжу со смещением этот ряд. Вяжу 4 столбика. Первая прибавка. Дальше 8 столбиков и прибавка. Повторяем 5 раз. И в конце 4 столбика довязываем. 2, 3, 4. Дальше 13 и 14 ряд мы провяжем без изменений 60 столбиков, которые у нас получились в этом ряду. Продолжаем делать прибавки. 15 ряд, 9 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас 66 столбиков. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков и прибавка. 16 ряд, 10 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас 72 столбика. Этот ряд вяжем со смещением прибавки. Сначала мы провяжем 5 столбиков. 3, 4, 5. Первая прибавка. И далее 10 столбиков и прибавка. Повторяем 5 раз. И в конце у нас остается 5 столбиков, которые мы довязываем до конца. 3, 4, 5. Далее 17 ряд мы провяжем без изменений 72 столбика. 18 ряд вяжем 11 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас 78 столбиков. Теперь с 19 по 25 ряд мы провяжем без изменений 78 столбиков. Это у нас 7 рядов. Дальше мы делаем убавки. 26 ряд, 11 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз, и в ряду останется 72 столбика. И будем так продолжать делать убавки. Дойдем до 33 ряда, в котором 4 столбика и убавка. И в ряду останется 30 столбиков. Итак, провязали убавки. Делаем в конце соединительный столбик и отрезаем ниточку. Вставляем глазки. Глазки вставляем между 23 и 24 рядом, отсчитываем сверху. И между глазками отсчитываем 14 столбиков и вставляем глазки. Такое вот расстояние у глаз будет. Пока откладываем голову в сторону, потом будем ее дальше оформлять, наполнять и делать утяжки глаз.